Привет, друзья! У нас снова сегодня сладкое. И непростое. У нас сегодня сладкое по рецепту, который аккуратно записывает в книжечку мой папа. Это у нас семейное. Да, у нас не только рецепты мамины, рецепты Бабушки, бабушкины. но и бати. Дело в том, что мы сегодня будем делать ватрушки. Ватрушки именно по его рецепту. Они замечательные, легко готовятся, очень вкусные и... Некоторые из наших подписчиков их пробовали и подтвердят, что они удивительно вкусные. Начнем. Поехали! Для теста мы взяли 500 грамм муки, 60 грамм сахарного песка, 250 грамм молока, 70 грамм растительного масла, 1 яйцо, 7 грамм сухих дрожжей и 7 грамм разрыхлителя. К теплому молоку добавим сухие дрожжи и перемешаем. Теперь добавим сахарный песок. В эту же смесь разобьем 1 яйцо и размешаем. Осталось добавить растительное масло. И теперь частями просеиваем муку, каждый раз перемешивая. Как только масса становится более или менее однородной, вмешиваем следующую порцию. Последним добавляем разрыхлитель и начинаем замешивать тесто. Сначала можно мешать ложкой, а когда тесто соберется в один комок, продолжим месить руками. Если тесто прилипает к рукам, можно добавить немного муки. Теперь продолжим месить на столе. Присыпем емкость мукой, переложим туда наше тесто и накроем полотенцем. Оставим его отдыхать часа на полтора. Видите, как поднялось наше тесто и каким оно стало воздушным? Присыпем доску мукой и начнем готовить заготовки для наших ватрушек. Сначала минуты 2-3 разминаем наше тесто. Затем делим его на 4 части. Получилось 4 шарика примерно по 250 грамм каждый. Каждый шарик раскатаем в колбаску и поделим на 5 частей. И скатаем из них маленькие шарики. Итак, у нас получилось 20 заготовок для ватрушек. Накроем их полотенцем и оставим отдыхать еще минут 15-20. А пока займемся начинкой. Нам понадобится 400 грамм творога, 80 грамм сметаны, 80 грамм изюма, 60 грамм сахарного песка, 1 яйцо и 8 грамм ванильного сахара. Сначала творог, сметану и сахар смешаем в отдельной емкости. Отделим желток от белка. Желток переложим в отдельную емкость, а белок добавим к нашей начинке. Теперь изюм. Добавляем и перемешиваем до однородности. Начинка готова. За это время наши заготовки еще немного увеличились в объеме. Будем брать по одной и формировать ватрушку. Мы это делаем в силиконовых формочках, так удобнее, но можно и просто раскатывать их на доске.
Добавляем ложечку начинки и скрепляем края, оставляя начинку в центре открытой. Выкладываем ватрушки на противень. У нас поместилось 12 штук. Оставшийся у нас желток смешаем с небольшим количеством молока и смажем этой смесью ватрушки, чтобы они получились румяными и блестящими. Отправим ватрушки в духовку, разогретую до 180 градусов минут на 30. Первая партия ватрушек готова. Они полностью пропеклись и не подгорели. Переложим их на тарелку и отправим в духовку оставшиеся 8 штук. Еще 30 минут и все. Все наши 20 ватрушек готовы. Смотрите, какие они красивые и аппетитные. А какие они получились мягкие и воздушные. Просто загляденье. Ешьте на здоровье. Вот какие у нас получились 20 замечательных ватрушек. Приступим. Нарежем ватрушку. Прошу. О, какая мягенькая. Смотри, Ну-ка. держите. Воздушные, вкусные. Те, кто пробовал, знают. Очень удачные ватрушки. А знаешь почему? Почему? Потому что это рецепт нашего папочки. Поэтому ватрушки такие воздушные. Вы тоже попробуйте. Обязательно попробуйте. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не будете экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Угощайте своих любимых потрясающей вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!